Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем тему изменения механики в релизе Minecraft 1.14. В прошлом видео я показал вам несколько новых, не совсем объяснимых моментов, которые касались, помимо прочего, спавна мобов и изменения правил работы фермы железа. В этом ролике мы подробно рассмотрим механику размножения жителей и в конце небольшой мастер-класс по постройке такой фермы. Итак, перед нами классический вариант фермы жителей, который сразу после постройки работает и тем самым притупляет нашу бдительность. В определенный момент жители перестают размножаться. Почему это происходит и как это исправить, вы узнаете буквально в течение нескольких минут. И да, информация, как обычно, предоставлена инсургента, за что ему снова низкий поклон. Так как жители какое-то время с начала возведения фермы продолжают размножаться, то, естественно, первой мыслью было малое расстояние от так называемой деревни до места сбора новых жителей. Что и подтвердилось после проверки. Посмотрите, стоит только отправить за пределы карты очередного жителя, как тут же рождается новый. После такого вывода было принято решение вычислить расстояние от места размножения до места сбора новых жителей. Летим к следующему стенду. Тут деревня поднята на высоту 70 блоков от земли. И после этого недостающее расстояние добиралось уже при помощи вагонеток, в которых жители транспортировались на различные расстояния. Цифры выложены стеклом, это десятки блоков. Редстоун блоком отмечена точка, после которой начался процесс размножения. 70 высота и 70 в сторону. В сумме 140 гарантированное удаление от деревни, при котором ферма работает. Так как нет уверенности, что высота и ширина суммируются, решено было провести дополнительные опыты. На данном образце расстояние уже 100 в высоту и 40 в сторону, то есть опять минимум 140 блоков. И контрольный замер – это колба высотой в 150. Тут ферма работает уже без проблем. Забегая вперед, настоятельно рекомендую цифру 150. При таких размерах ошибиться легко, и если у вас будет меньше 140, то процесс остановится. Поэтому запоминаем расстояние минимум 150 блоков. Из всего вышесказанного получается, что расстояние от тела фермы до места сбора новых жителей должно быть не менее 150 блоков, или вверх, или в сторону, или в сумме, это не важно. Хотя ответ на вопрос об удаленности в какой-то мере вносит ясность, но сама цифра 150 усложняет нам будущие проекты. С другой стороны, мы получаем контролируемый процесс. А так как профессии присваиваются теперь уже не без нашей помощи, то тут контроль численности даже выгоден. Теперь обещанный в начале гайд по постройке непосредственно фермы. Дабы не терять время, я покажу вам, как строить саму деревню. Трубу высотой в 150 блоков вы наверняка построите сами. Сперва строим колбу или стакан, называйте как удобнее, размерами 5 на 5 и высотой минимум 6. Потом из каменной ограды выставляем вот такую конструкцию, по 3 на каждой стороне и одну в центре. На центральную ставим один блок любого деревянного забора. По углам расставляем полублоки именно таким образом. После этого временно закрываем верх любыми твердыми блоками вот таким образом. В получившееся отверстие загоняем жителей.
В выживании вы будете делать это либо при помощи вагонеток или водным лифтом. Я же, чтобы не тратить ваше время, использую яйца призыва. Помещаем по 2 жителя с каждой стороны. Проталкиваем их при необходимости снежками. В первую ячейку 2. Во вторую напротив 2. Потом 1, это важно. В четвертую 2. И в ту, где был 1, добавляем 2. После этого убираем временные блоки и закрываем верх полублоками вот так. От центра отсчитываем 3 блока вверх. Убираем 2 и ставим под верхний блок поршни, направленные строго вниз. К поршням ставим по краям полублоки. В центре блок стекла. Активируем поршни, после убираем редстоун блок. Снова ставим временные блоки стекла и вновь активируем поршни. Убираем временные блоки и поршни и центральный стеклянный блок. Не забудьте убрать по 2 блока каменной ограды в нижней части конструкции. Рядом ставим платформу 7 на 2. На ней размещаем кровати. Все, ферма готова. Дальше нужно придумать отвод для новых жителей. Но думаю, с этим вы справитесь. Самое трудное я показал. И, кстати, заметили, что на платформе жителя я не ставил, там даже места для него нет. Теперь он не нужен, кроватей достаточно. Тесты проводились на старой схеме, и в процессе тестирования выяснилась ненадобность этого жителя. На этом заканчиваю. Жду от вас лайк под видео. Задавайте вопросы в комментариях. Постараемся ответить всем. Спасибо за ваше внимание. Пока-пока.